Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю роскошно, просто вкусный торт, шоколадный трюфель, и торт этот молочная девочка. Готовится он совсем несложно, получается с очень насыщенным и богатым шоколадным трюфельным вкусом. Приготовим коржи. Здесь 300 грамм муки, 70 грамм обычного какао-порошка для выпекания, 8 грамм разрыхлителя, больше разрыхлителя брать не нужно. И все это просто перемешиваем до однородности и сейчас отставляем в сторону. Тесто я буду замешивать обычным венчиком, даже не буду использовать электрической техники. Здесь 4 яйца среднего размера, весом примерно по 50 грамм без скорлупы, комнатной температуры. Разбиваем желтки и перемешиваем просто до однородности, ничего здесь не взбиваем. 200 грамм растопленного сливочного масла. Перемешиваем все это. Масло не должно быть горячим. Туда же я отправляю 760 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. 2 российские банки сгущенки. Все это также перемешиваем. И сейчас просеиваем туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 200 градусов Цельсия. Выпекать будем в режиме верх-низ на среднем уровне без конвекции. Коржи будут выпекаться очень быстро. Вот такой консистенции теста должно в итоге получиться. Берем пергаментный лист, выкладываю на него примерно 3 столовых ложки теста. 21 сантиметр в диаметре будет у меня каждый корж. Наносим на пергамент толщиной примерно 4 мм, даже не 5, 3-4 мм. Меряю сейчас по той крышке, по которой я буду вырезать. Оставаться будут у меня небольшие обрезки. И убираю примерно на 6 минут. Больше не нужно. Коржи пекутся очень быстро, пока печется один. Тут же наносим на пергамент уже следующий корж. И вот так очень быстро все это выпекается. Обрезаем сразу же корж, пока он еще горячий. Корж очень шоколадный, получается очень насыщенный во вкусе. Если корж будет лежать дольше, обрезки уже будут очень хрупкими и корж может у вас ломаться. Вот эти коржи можно хранить, складывая их друг на друга, но простилать нужно обязательно либо пергаментом, либо пищевой пленкой. Можно вот так по 2 коржа наносить на пергамент. Также они прекрасно выпекаются. Примерно на минуту подольше, может быть, они будут выпекаться. И тут же сразу же вырезаем их по контуру. Итак, теперь приготовим крем. 300 мл молока довожу до кипения. Здесь 150 грамм сахара, 35 грамм кукурузного крахмала перемешиваем вместе. 200 мл молока, отправляю туда всю крахмальную смесь, перемешиваю. Здесь 3 яйца, 8 грамм ванильного сахара или ванильного экстракта. Смешиваем сейчас все это до однородности. Вливаем туда всю крахмальную смесь, перемешиваем. 300 грамм молока нагрелось практически до кипения. Вливаю туда всю яично-крахмальную смесь. Идем сейчас на плиту. На умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании доводим смесь до кипения. Как только мы увидим первые пузыри в этой смеси, провариваем эту смесь еще примерно 20-30 секунд, не больше, чтобы просто заварился крахмал при непрерывном помешивании. Все это происходит достаточно быстро. И тут же снимаем с огня. Добавляем туда 100 грамм темного шоколада. У меня 60% какао. Можно брать 70% какао, но не ниже.
И перекладываем сейчас в ту емкость, накрываем пищевой пленкой в контакт, в ту емкость, в которой этот крем будет у нас остывать до комнатной температуры. 250 грамм сливочного масла нагрелось у нас до комнатной температуры. Добавляем туда сейчас 2 с горкой столовых ложки какао-порошка для выпечки. Также я добавляю туда несколько капель ромовой эссенции, ромового ароматизатора. Можете коньяк добавить. И взбиваю примерно 4-5 минут масло вместе с какао, чтобы оно очень хорошо объединилось с какао-маслом. Теперь добавляю туда по несколько ложек заварной основы, которая остыла до комнатной температуры, но она не холодная. И в несколько приемов просто перемешиваю, ничего долго не взбиваю, просто чтобы объединились эти две массы. Крем будет не очень стабильным, потому что крем у нас здесь начиночный. Для того, чтобы он был для украшения, нужно добавить просто больше масла. И начинаю сборку торта. Выкладываю по 2 полных столовых ложки на корж. У меня получилось 11 коржей с большим количеством обрезков. Если очень точно вымерять количество теста, то получится 12 коржей. Смело вот из этого количества теста. Я собрала торт и убираю его на ночь в холодильник. У меня прошла ночь. Я достала торт из холодильника. На водяной бане нагрела 100 грамм шоколада темного 60% и 100 грамм сливочного масла. Делаю классическую пражскую глазурь, как на торт Прага. И убираю в холодильник примерно минут на 20. Достала из холодильника, убираю цитатную пленку. Остатками глазури выравниваю просто слегка бока торта. Вот таким тонюсеньким слоем. И посыпаю обильно какао-порошком. Здесь где-то 20-30 грамм какао-порошка нужно для этого. Вот так вот можно в виде пня даже его украсить. Берем обычную силиконовую кисточку. Вот так прекрасно, мягко нарезается этот торт. Торт получается очень-очень благородным во вкусе. Я думаю, что он порадует всех любителей конфет-трюфель. Молочная девочка в данном торте приобрела совершенно новое сияние, я бы сказала. То есть этот торт, который любим просто миллионами, в данном исполнении, я думаю, полюбится всем любителям шоколадных десертов и тортов. Он очень нежный, очень сочный. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.